И снова здравствуйте. Настал тот самый день, когда я могу расставить все точки над «и», высказать свое отношение к игре World of Warcraft и в некотором роде высказать свое итоговое мнение как человека, который играет в WoW с переменным успехом уже около 7 лет, и для кого вселенная World of Warcraft стала чем-то родным. Мой канал существует уже при этом почти 3 года, и у меня были видосы по Warcraft'у средней паршивости, какие-то неплохие, какие-то откровенно отвратительные, но полноценный обзор и подведение итогов — это то, на что я не решал очень долгое время как автор. Я пережил, наверное, уже все стадии игрока World of Warcraft, а именно был новичком и бегал с разинутым ртом, учил игровой сленг и удивлялся каждой вещи. Я прошел через стадию фанбоя, когда я был готов оправдывать, наверное, любой косяк Близзардов. Ну и я прошел стадию хейтерства, когда я считал, что WoW сдох и обратно уже не вернется. И да, многих моя излишняя эмоциональность и метание из стороны в сторону дико бесит, я все это прекрасно понимаю. Но, думаю, сейчас я готов. Меня зовут Даниил, вы на канале Котей. Добро пожаловать на третью, заключительную часть обзора на World of Warcraft. Если не смотрели остальные 3 ролика из моей саги о Blizzard, вы можете это сделать по ссылкам в описании. Также в описании вы можете найти таймовички, если вас интересует конкретная часть ролика, например, камео моих гостей, для которых мир Варкрафта тоже крайне важная часть их жизни. Но все же я попрошу вас по возможности посмотреть этот ролик максимально до конца, даже если не в один присест. Если он вам хоть немного понравится, тыкнуть лайкос, поддержать своим комментарием, по возможности поддержать его на бусте и заглянуть на мой Twitch. И мы, пожалуй, начинаем. Итак, у нас довольно много вещей, которые сегодня хотелось бы обсудить. Если в первой части у нас была история игры, во второй части я занимался перечислением контента, то сегодня же я хочу обсудить историю WoW со своей стороны и от своего лица, и буду говорить свое мнение насчет контента в современном WoW, конечно, плюс история компании тоже будет замешана. И вот так вот хитро я в третьей части скомпилирую все, что рассказывал вам, и мы сделаем соответствующие выводы. Это достойно вашего лайка, как мне кажется. И это будет исключительно мнение такого недоалдового казуала на тему тех или иных вопросов. Хотя, конечно, олдом Варкрафта меня тяжело назвать. Есть ребятки, что играют с классики, БК, начала ЛК. Я же пришел в 13-14 годах. И я больше миллениал Вова, как мне кажется. Играю и немного, и немало. И хоть у меня есть ностальгия по классическим версиям, в частности ЛК, конечно, по факту мой максимально осмысленный путь в WoW начался с Пандарии. Как вообще это все произошло? Как я пришел в WoW? Заранее предупреждаю, сейчас будет очень много офигительных историй из моей жизни, много воды, и если вдруг станет скучно, мотайте по таймовичкам. Вселенная Варкрафта всегда была рядом со мной. Я очень много в свое время играл в Warcraft 2 и Warcraft 3, да, даже во вторую играл, кстати, очень залипательная вещь, рекомендую. Играл и в другие игры Близзардов, конечно, как в компьютерных залах, так и у отца в гостях, потом мне купили собственный комп, и на протяжении всех этих времен я играл в игры Близзардов, и любимой у меня была всегда Warcraft 3. Не сказать, что я добивался каких-то прям результатов, я не пытался развивать свой киберкотлетный скилл. Я даже в мультиплеер не играл, так как интернета у меня не было очень долгое время. Я просто перепроходил кампанию, рубился в кастомке, часами сидел в схватках, играя с легким или средним компьютером, иногда прописывая в Who's Your Daddy, кто знает, тут поймет. Но по телевизору я частенько наблюдал рекламу World of Warcraft. Конечно же, легендарную с Чаком Норрисом, вот это помните где? Чак Норрис, охотник. И это очень впечатляло. Плюс однажды один мой друг принес мне диск, обращаю ваше внимание, полноценный DVD-диск в оформленной коробке, в которой знаете что было? Фанатский фильм на движке World of Warcraft «Предание старины 3», который за счет офигенной озвучки, невзирая на мыльность графона, оказался очень прикольной около супергероикой с альтернативной историей Короля Лича. Легендарный. Так меня звали. И Sound и Nightwish я тогда безумно полюбил из этой машинимы, и мое желание поиграть в WoW тогда просто достигло коллапса. Но потом в моей жизни возникли кое-какие неприятные трудности, скажем так, которые отразились на моем ментальном здоровье, что мне иногда до сих пор аукается. Не подумайте, я абсолютно вменяемый, хоть и из-за этого всего стал очень вспыльчивый. И я сейчас не пытаюсь давить на жалость, тут мораль совсем в другом. Когда я уже переехал к своему отцу, то да, я был юношей крайне замкнутым, зажатым, короче, тотальным омешкой. И первый год в новой школе для меня казался адом. И школа была не простая, а по факту сельская, где контингент с совершенно другими интересами и устоявшийся уже за очень много лет. А я тогда совершенно не умел общаться с людьми. И спасением от тотального одиночества как раз стали онлайн-игры, которые очень помогли мне с точки зрения общения и социалки. Как я помню, тогда мы провели 3G модем от Мегафона вроде бы. Он висел на окне на длинном USB проводе, чтобы связь ловила лучше. Там был очень ограниченный трафик, но это
это был более-менее стабильный коннект, и тогда вот это желание поиграть в WoW, оно снова начало пробуждаться. Но поиграть в него мне не удалось прям сразу, слишком много он весил, он был платный, про пиратки я тогда толком не знал, и пришлось мне играть сначала в Вайку, ПВХу, еще кучу всякого шлака. Потом, да, я на долгое время засел в Лотро, об этом вы можете узнать в Реквиеме по Лотре. Кстати, благодаря Лотре и ее социалке я начал хоть немного общаться с людьми, развивать лексику, заводить знакомства. Ролевики мне из Лотры в этом очень сильно помогали. И кульминацией всего, по сути, стал WoW. Как-то раз я пошел к однокласснику, чтобы обменяться дисками. Нормальная практика, таскали друг другу всякие игрушки, многие это помнят. И тогда я увидел у него диск с клиентом World of Warcraft, версии еще даже не 3.3.5a, это была версия, кажется, 3.1.5, еще и с файлом, который Realm List, в котором уже был прописан адрес на пиратский серв и инструкция, как на нем зарегаться. Я, разумеется, выпросил у него этот диск, он тогда вообще не понял, зачем мне это надо. Он пытался запустить, у него ничего не получилось, и вообще все это хрень. Тогда реальные пацаны тащились по первой дотке через Гарену, и им, в общем-то, этого хватало. Прибежал я домой и начал ставить эту пиратку. Сервер, увы, то ли не работал, то ли уже обновился на версию выше, не подключалось. Я начал гуглить, и оказалось, что пираток на тот момент было много, хоть и средний онлайн, на большинстве из них был человек так 100-150. Как раз таки первым моим сервом стал Aztec WoW, уже тогда работающий на версии 3.3.5a. Патчи при этом, которые должны обновить мой WoW до нужной версии, весили довольно много, и я не стал тратить трафик на модеме и попросил отца скачать мне патчи на флешку. У него там, помню, на работе был безлимит. В общем, чтобы просто поиграть в WoW, это для меня уже было целое приключение. Но в итоге, да, я смог запустить игру и попасть на этот серв. Даже умудрился объединиться с игроками в группы. Половина квестов тогда не работала, частые дисконнекты, но тем не менее, я был в мире Азерота. Я создал себе ночного эльфа-друида, и это было что-то безумно крутое. Играл взахлеб, не понимал, что делать, куда бежать, что качать, где одеваться. И вся суть Варкрафта в том, что даже старая пиратка допотопных времен была по качеству в разы круче и интереснее всей корейщины и китайщины, что я перепробовал. Я играл, общался, просто развлекался. Тем более, что все это было бесплатно. Потом я перешел на Дыркуль, там еще бегал какое-то время. Потом, правда, времени уже на все это стало не хватать, так как у меня были экзамены, сначала ГИА, репетиторы, сдача, нерваки, потом поступление в медицинский колледж, тоже по внутренним экзаменам, тогда это было еще не по аттестату. И когда вот эта вся свистопляска прекратилась, я решил снова вкатиться в WoW, но уже более осмысленно. С первой же стипендии я купил себе диск с игрой. Они тогда еще продавались, да. Это был аддон Туманы Пандарии, кажется, еще тогда самый первый патч. И с тех пор, да, я с разной периодичностью, но играю в WoW именно на официалке. Правда, не на том же самом аккаунте, тот аккаунт я просрал по совершенно идиотской истории. Но да ладно. Именно в Пандарии я получил своего первого хай-левел персонажа, это был Бладельф Паладин, да, не смейтесь надо мной. Начал бегать эндгейм на уровне рейдов в сложности обычки, там данжики героики, правда тоже далеко не всегда, и играл я в основном ради сюжета и иногда ПВП. При этом весь катаклизм, да, я пропустил, о чем я неоднократно рассказывал, что забавно. Если говорить о той же Пандарии, то середину аддона я прослакал, но вернулся уже во времена Острова Грома, затем осады Аргримара, потом настал Дренор, который мне показался довольно скучным. Легион был хорош, я даже какое-то время играл со своей небольшой пачкой, которую я собрал в одном паблике. Если вдруг ребята из Hip Stars смотрят это, всем привет. Потом БФА, который для многих чуть ли не худший аддон, хотя опять же по моему мнению, но 8.2 и 8.3 были довольно неплохие, даже невзирая на рандомную порчу, да. И да, я признаюсь на тему того, что я казуал, воспринимайте это максимально всерьез, ибо мои достижения весьма и весьма низменные. Я не киберспортсмен, а мой образ жизни и график моей работы никогда не позволяли адекватно играть в статиках. Да я и никогда не ставил себе цель брать определенные вершины с точки зрения рейдов и ключей. Я просто всегда играл в свое удовольствие. Более-менее серьезно рейдить после огромного перерыва начал только недавно, так как раньше мне всегда было чем заняться в WoW. Я никогда не испытывал какого-то недостатка контента, я спокойно проходил сюжет, качал твинков в разных локациях, бегал старый контент, бгшился, маунтов иногда крабил, одевался в бисовый шмот, когда еще была старая добрая система очков доблести. В общем, получал от игры удовольствие. Сейчас веду свои деятельности как очень поверхностный, но все же ММО-блогер, и
я начал более серьезно относиться к WoW с точки зрения игры механики, контента, но я все еще являюсь казуалом. Я не хожу в эпохальные рейды, я не закрываю ключи выше пятнашки, я вообще ключи не перевариваю. В ролике есть гости, которые этим всем занимаются, но я же хочу просто получать удовольствие от игры, неважно каких высот я в ней при этом добиваюсь. Для начала я хотел бы вспомнить, как выстрелил WoW в свое время и почему до сих пор он остается популярным. Основным фактором, конечно, была фан-база стартовая, которая уже насчитывала этак миллион фанатов за счет стратегии Warcraft. Но это только одна из причин. Напомню, что игры жанра MMORPG были с крайне лютым порогом вхождения, неудобные, очень время затратные. WoW хоть и вдохновился EverQuest первым, но все же во многих вещах был очень самобытным проектом. У него был невероятно понятный интерфейс, навигация, да и сам геймплей во многом более юзер-френдли, но передавал RPG Experience максимально сильно. WoW был одновременно и легкой, и сложной игрой. Но у WoW, как и у игр Blizzard в целом, всегда была одна особенность, которая позволяла ему доминировать над другими играми. Это взятие фишек и идей из других ММО, а также адаптация пользовательских аддонов в интерфейс игры. Разных онлайн-RPG и до WoW была целая куча, но чаще всего у них была какая-то фишка, на которой делался акцент, при этом дико страдала кор-механика, структура игры и вот это вот все. В отличие от WoW, у которого не было прям мозга взрывающих механик изначально. Это просто была качественная классическая MMORPG. В этом и разница. Но уже давно люди стали замечать, что многие вещи начали при этом появляться в WoW, в той или иной степени переделанные. Я уж не буду расписывать все, что скоммуниздили Близы в игру от других ММО, это тема для отдельного ролика, если хотите. Но вот из-за последних это Таргаст и Утроба, которые по сути свистнули из FF14. А в Легионе ключи это свистнутые фракталы из ГВ2. Конечно, этот контент дико переделанный, но ноги растут именно оттуда. Это вовсе неплохо, как мне кажется, так как это позволяет поддерживать интерес к игре. Единственное мое мнение, что фанаты Варкрафта должны признавать, что да, это было изобретено уже до Варкрафта. И WoW это взял из другой ММО. Вы должны это просто осознавать. Плюс это регулярные обновления графики. Ее улучшают настолько, насколько надо, чтобы сохранять красоту и визуал игры, и при этом твоя видеокарта не дала кони во время рейда на 25 тел. Те, кто просят что-то большее, явные дурачки. Это улучшение боевки. Те, кто просят нон-таргет, видимо, не играют в WoW на самом деле, ибо после первого мало-мальски серьезного рейда по сложности, где надо выполнять все механики, у них бы резко пропало желание нон-таргет боевки. Так что WoW остается с классической системой, но дико бустит ее с точки зрения динамики и темпа боя. Кнопочки вам придется тыкать порой как по-лауному. Все завязано на проках и приоритетах. Ну и конечно, это всяческие улучшения интерфейса, новые функции и многое другое. Но проблема в том, что Blizzard в погоне за этими новомодными механиками порой сильно портит, на чем WoW держится. Если рассматривать игру как раз в последние 3 аддона, то акценты сменились дико. Но начинать с негативного лично для себя момента я не хочу. Давайте поговорим о вещах, которые в игре сделаны бесспорно замечательно. Первое — сюжет. И вы, наверное, удивитесь, мол, чего? Сюжет? Да, я попрошу не путать. Лор и сюжет — это немножко разные аспекты, хотя как бы лор в Warcraft тоже неплохой. Лично мое мнение, что с точки зрения глобального сюжета, WoW уже давно превратился в лютую супергероику, еще примерно с катаклизма. Последний раз почувствовать себя именно героем, живым авантюристом, ну или не совсем живых, если говорить про рыцаря смерти. Хотя попытка понизить накал эпика и масштабов произошла в Пандарии, что далеко не все схавали, ибо выпрыгнули дядечки, которые: «Да я смертокрыло убивала короля Лича, какие огороды, какие квесты на говно, какие поварские дейлики». Ну и в Дренноре уже мы получили персонажа командира, потом персонажа самого классного в своем классе повелителя с артефактом, уж простите за тавтологию. В БФА при этом нас опять попытались опустить на землю, но по итогу там мы тоже были дофига крутым командиром, до древнего бога на пару с великой Асшарой расхреначили. Ну и в темных землях мы уже просто устроили экспансию в сраный загробный мир, как избранные претенденты и как пилигримы утробы так называемые. А когда-то мы часами Deadmines проходили и дохли там, я напоминаю, да. Так вот, по масштабам эпика современный WoW — это натуральная супергероика с альтернативными линиями, люто раскачанными персонажами, которые покоряют космос, загробные и параллельные миры. Хотите приземленности — идите на классику, хотя по сути уже в БК мы тоже осваиваем другую планету, но вы не понимаете, это вообще-то другое. Суть в том, что вселенная и лор игры активно расширяются уже 20 лет, и подобный размах, с условием того, что мы играем в MMORPG, в общем-то норма, и без этого никуда. Многие сюжетные дыры действительно закрывают, будь то происхождение Короны и Фростморна, Натрезимов, мотивацию Нерзула, это положительный момент. Но вслед за ним приходит и дикий перекосоёб персонажей, к которым все привыкли, и те более-менее вроде бы устаканенные. Например, недавно Blizzard пытались перелопатить мотивацию Артаса во время Третьей войны, за что чуть
не огребли от фанатов, но в итоге нашли такой компромисс. Раскаяние Утора в том, что именно он виноват в случившемся с Артасом, и его признание, возвращение фрагмента своей души — это очень сильный момент. Раскол души, да, забыл. Оказывается, почему Сильвана все это время такая злая была, как собака. У нее просто велосипед, я хотел сказать, ей Фростморн душу на 2 части расколол, как и Утору. Причем вроде как именно тюремщик об этом сказал, но на самом деле нет, и Близзарды уже поменяли свое решение, и Артас сам этого захотел. И да, я уже знаю, о чем вы все подумали. Вы подумали о том, что теперь Аламерду придется переделывать все 11 часов истории Варкрафта, потому что все перередконили. Ха-ха. Шутка, конечно. Однако я не могу не отметить, что локальные сюжетные линии сделаны очень здорово. И несмотря на полную порой бредятину с точки зрения глобального построения вселенной, даже тот же Дренор был очень интересен своей внутренней кухней. Shadowlands с точки зрения локальных историй просто замечательный. И тот же конфликт Завала с другими предвечными, его противостояние с Примасом, его мотивации, как он крутит свои интриги, структура ковенантов и вообще построение загробного мира. Это все сделано настолько здорово, что да, ты реально забываешь, что если смотреть немного дальше, чем на конкретные сторилайны, все это порой и та еще бредятина. И за счет этого мир Варкрафта с сюжетной точки зрения до сих пор остается довольно интересным, вызывает кучу обсуждений и имхо, но ему еще есть куда развиваться. Ишну всем зрителям Котей, всем любителям World of Warcraft, меня зовут Лунный Монах, кто-то зовет меня просто Монах. Котей попросил меня ответить на 4 вопроса по поводу состояния лора вселенной WoW и не только, я с радостью на них сейчас отвечу. С самой вселенной мне удалось познакомиться еще аж в 2004 году благодаря стратегиям, в которые я, будучи мелким, залипал только так. И только в 2008 году мне удалось окунуться в мир World of Warcraft. То есть получается, я играю уже в WoW 13 лет и никакой зависимости нет. Благодаря недавним новинкам мне удалось поиграть и в классическую версию WoW, и в Burning Crusade, и могу сказать, то, что было в классике, это один WoW, а то, что происходит сейчас, совсем другой. Сейчас в WoW'ке идет большой упор на сюжетную составляющую и соло-контент, а раньше Blizzard выстраивали MMORPG-систему. Я могу сказать, что и та, и другая версия WoW хороша по-своему. Мне, например, в кайф качать своего друида в Burning Crusade, заниматься MMO-продвижением и параллельно следить за развитием сюжета в Shadowlands. Я считаю, что WoW изменился в лучшую сторону, он стал более лоялен к новичкам, в нем стало больше вкусных сюжетных моментов, больше проработанных квестовых цепочек, диалогов и так далее. Но он потерял свою социальную составляющую и ММОшность. Раньше был просто тупо злодей, и мы должны были прийти его убить, сейчас же действия всех и каждого стараются обосновать. И, как по мне, самое крутое в WoW можно играть через YouTube, смотря ролики. Мало какая игра может похвастаться такой заинтересованностью сюжетом. Все, что касается редконов и переписок сюжета, то тут тоже могу ответить однозначно. Все делается во благо. Если бы мы до сих пор крутились на одном и том же, это быстро бы надоело. А сейчас Blizzard расширяет знания, и, конечно же, это радостно. Знаете, как важно, когда творческие люди изобретают что-то новое. Shadowlands — это полностью новый опыт, новый мир с другими существами и так далее. И вроде как у Близзов отлично получилось его адаптировать под реалии World of Warcraft. Единственный минус в том, что у Близзов отлично получается писать локальные истории, взять, к примеру, тот же самый режим истории персонажей из Хардстоуна. Они интересны, увлекательные, но там нет суперэпичности. А вот что касается космоса, то Blizzard выходит не очень круто, там повествование сюжета часто теряется и воспринимается совсем иначе. Будто мы сами являемся жителями Азерота и нам пытаются рассказать о создателях вселенной, а мы говорим слишком сложно, дайте что-то полегче. На месте Blizzard я бы продолжал делать то, что считаю правильным, не впадая в панику из-за негативной реакции комьюнити, но, конечно, нужно делать это все побыстрее. Как по мне, сейчас лучшей игры, чем World of Warcraft, пока что не создали. Потому что в мире Азерота ты до сих пор можешь почувствовать себя супергероем, обладающим сверхъестественными способностями, оседлать дракона и объездить великолепные просторы Восточных Королевств, Калимдора, Нордскола и так далее. Думаю, что я бы захотел вновь почувствовать себя новичком, чтобы с нуля окунуться в этот мир и поизучать его. Всячески приветствую новичков в игре. Единственный минус, который может застать новичков врасплох, это гигантская история, на изучение которой может потребоваться не 1 год. И без изучения этой истории мир Варкрафта выглядит совсем не таким, как, допустим, вижу его я. Но, как по мне, в этом и есть прелесть. Можно прочитать книги,
прокачать воображение, затем погрузиться в игру и говорить про себя: офигеть, я ведь об этом читал недавно, круто. Но все-таки у меня есть какие-то подозрения о том, что с Близами в данный момент происходит что-то неладное. Я буду надеяться, что у них это все наладится и справится, и они смогут все-таки довести World of Warcraft до логического завершения, чтобы мы могли ахнуть в конце сюжета и сказать: вот этого мы и ждали, это вы хотели. Желаю всем приятной игры, наслаждайтесь, ловите кайф. С вами был Лунный Монах. Забегайте ко мне на канал, будем изучать лор Варкрафта вместе. Пожалуй, единственное, что мне вообще не нравится в современном сюжете, это попытка доить старых персов. Пока у Близзардов не хватает яиц, чтобы отправить старых персонажей на покой, и до сих пор у нас идет та самая арка с Варкрафта 3, не поверите. Вы думали, что она закончилась? Как бы не так. И Shadowlands не начинает новую, он заканчивает старую. И снова в Shadowlands у нас Сильвана, и снова Джайна с Тралом, и снова Артас с Кильтасом. Я искренне надеюсь, что большинство этих персонажей уже не вернется из темных земель, и вся эта арка уже в конце-то концов закончится, чтобы дать волю новым персонажам, таким как Андуин, который стал великолепным королем и персонажем, Телия Фардрагон, сын Трала, Дурак, да, в переводе звучит не очень, но его реально так зовут, надеюсь, как-то имя адаптируют под русские уши, новая королева андедов Калия Минетил, и многие другие персонажи ждут своего часа, но Близы все пытаются доить старых, и боятся слить их уже окончательно и спокойно начать новый сюжет, а тех нытиков, а их очень много, кстати, которые плачут, что их любимых персонажей сливают, можно смело игнорить, потому что лично у меня уже нет сил смотреть на дряхлого старого Трала, на уже надоевшую и посидевшую Джайну, пляски на костях Артаса. Я прям искренне надеюсь, что в новом аддоне они уже решатся на это. Следующая реально положительная вещь современного WoW можно назвать рейдовый и данжевый контент. Если данжевый еще постольку-поскольку, качество данжей может эпизодически плавать, хотя вот из последних тайный рынок Тазавеш мне прям дико понравился, несмотря на то, что он на старте дико баганый. А от Тумановски-то у меня до сих пор глаз дергается, то рейды — это та хрень, которая вовсе всегда была на высочайшем уровне. Конечно, с поправкой на время, безусловно. Я говорю не сколько о уровне хардкорности, не совсем. Тот же EverQuest порой был в разы хардкорнее. Сова же финалки порой жопу рвут сильнее. Я говорю скорее о структуре босс-файтов, о механиках, о самой стилистике боссов. Единственное, что довольно своеобразно в WoW, это их количество боссов. На каждый рейд приходится около 10 или там примерно 11 боссов, но примерно 7 боссов из 10 это довольно проходные и очень слабые ребятки. Опять же, в сравнении с последними 3-4. А вот последние там штуки 3 уже начинают подпаливать попец. Из примеров опять же тот самый замок Нафрия. Я хоть и бегал его уже в конце аддона, когда все тактики были изучены вдоль и поперек, но основная сложность была только на генералах и ласте. Ну и еще на дуре пробирочной было не очень удобно, признаюсь, но не то чтобы. То же самое можно сказать про рейд в цепях господства. Да, первые боссы на освоении довольно трудны, пока ты тупо не научишься с ними драться, но на последних 3 сложность и количество механик резко растет вверх. И получается, что по факту реальный интересный челлендж дают только последние несколько боссов, а остальные уже, по ситуации. Например, вспоминаю своего коллегу Летеху. У него гильдия из его зрителей состоит в основном, которая трает мифик рейды. И если до Гризишмяка они шли вообще без проблем, то на Гризишмяке, а это 7-й из 10 босс в замке Нафрия, они, помню, сидели очень долго. Про остальных уж вообще молчу. Плюс, да, важный момент, нельзя судить о рейдах WoW по обычной сложности. Приятный челлендж дают героики. А вот True Hardcore и полноценный рейдовый экспириенс, 305-й трай, кофе и Red Bull резче наливай, это уже эпохальная сложность, которая и есть True рейдовый контент. Но это больше особенность, чем какой-то плюс или минус. Рейдовый контент WoW на данный момент все еще остается одним из самых лучших, если не самым прям лучшим. И это та вещь, которая сделана великолепно, и ради которой действительно стоит играть. Каждый босс-файт — это этакая головоломка, своего рода пазл из механик, который вы должны разгадать, чтобы одолеть его. Вспоминаю ту же Асшару и ее сраные платформы. Лей Шень во время Пандарии дико был интересен. Об интересностях рейдовой системы WoW можно говорить очень долго, она действительно хороша. И это явно вторая причина, чтобы поиграть в WoW сейчас. Ну и, наверное, третьей полноценной причиной, да, я могу назвать систему Mythic Plus. И да, я несколько раз говорил, что она мне не нравится, и я ключами почти не занимаюсь. Могу, конечно, побегать там, когда надо одеться, могу 15-й ключ на ачиву закрыть, сундучок побегать, но есть категория людей, которая не просто проходит ключи, эта категория живет ключами. Mythic Plus — это довольно разнообразная хрень. Аффиксы, маршруты, которые позволяют порой вот на секунду лучше пробежать. Но может быть этой самой секунды тебе будет не
хватать, чтобы закрыть все в тайм. И по этой активности есть неплохие киберспортивные соревнования, кстати, официальные. Правда, именно что неплохие, и имхоно их потенциал гораздо выше. Но все равно круто они есть, и они более-менее регулярные. Хотя порой смотреть на это менее интересно, чем просто стримы чуваков, которые потеют и пытаются какие-то ебейшие тактики придумывать, чтобы закрывать 20 плюс ключи. В общем, смысла говорить нет, это действительно интересный и около киберкотлетный контент. Моя претензия к нему лишь в том, что он дико задротский и требует весьма большого количества времени, чтобы ходить в ключи. У тебя должен быть хороший Рио, который надо набивать во все тех же ключах. Если Рио у тебя маловат, то и в ключики тебя брать не будут. Обычная система, по сути, чтобы игроки не тратили чужое время, и для такого контента необходимое. И вывод соответствующий. Ключи и рейды — это контент интересный и качественный, хоть и весьма задротский. Я вот не хожу в ключи, но с удовольствием могу побегать в рейды. А вот у меня есть товарищ, который наоборот от рейдов уже отвык, но он со своей констой пушит ключики, да аренку может попутно погонять по фану. В общем, с этой точки зрения эндгейма и вот этого хардкор контента, рейды и Мифик Плюс система сделаны отлично. Но проблема в том, что WoW во времена Легиона поймал вот эту вот схему контента, которая многим понравилась, так как она тогда еще была в новинку, и сделана она была довольно качественно. В Легионе, тем не менее, было много минусов, будь то рандомный дроп легендарок, Titan Forge Equip, хотя его убрали уже в середине аддона, но в принципе было нормально после крайне скучного Дренора. И Blizzard все пытаются повторить этот успех Легиона. Сначала в БФА накуролесив с контентом дико, накидав кучу проходного, затем вроде бы отличный патч 8.2 с назжатаром и бентосным шмотом, затем 8.3 с порчей, которая опять дико сломала баланс, ее надо было крабить, покупать, при этом шея еще была, при этом в начале этот азеритовый шмот, в общем, случился откровенный переизбыток систем. В Shadowlands ситуация по сути осталась той же самой, это не прям БФА 2.0, но тоже своего гемора хватает. Проводники силы, ковенанты, которые выбираются по мете, данжи весьма своеобразного и дико перегруженного качества. Тому, кто придумал туман из кита, надо гвоздь в голову забить, я его просто презираю. При этом вернули очки доблести, за которые все равно нельзя шмот покупать, только апать тот, который падает в ключах, где ты эту доблесть собственно фармишь. Плюс попутно на фарме еще кучу всякого говна, пепел, стиги, это просто полная хрень и лютая перегрузка. Очень распространенный мем на западе, да и у нас тоже, название аддона Systemlands, потому что столько всякого говна навводили, что просто башка трещит. И дошло до того, что Blizzard просто начали забивать на какой-то казуальный контент, потому что у них на него нет времени. Какое время может быть, когда у тебя пара десятков зависящих друг от друга систем, которые надо балансировать и исправлять, а еще попутно пилить контент для своих патчей наперед, по возможности придумывать что-то новое, балансировать со старым. Вы помните, что за звездец творился в БФА с этой точки зрения. Если не помните, вам повезло. Маразм дошел до того, что новая система легендарок обнуляет ваш прогресс не то что в следующем аддоне, уже в следующем патче, когда вас снова в 9.1 загнали в Таргаст, потом таймгейты в Кортии, без которых вы сраные камушки из нового рейда не папаете. Ах да, еще система с камнями и слотами под них в новом рейде. Кто будет в этом разбираться, вы мне одно скажите. Я, конечно, в курсе, что есть категория надмозгов, но извините, от всего этого кромешного звездеца уже начали сдаваться даже киберспортивные гильдии. Например, недавно гильдия Exorsus, которая долгие годы представляла СНГ-сегмент на мировых рейдовых гонках, просто ушла в казуал, потому что выгорели, устали. Казуального контента в игре нет и он не развивается, системы мешают сосредоточиться на освоении рейдов, и еще проблема, что огромное количество сильных игроков из СНГ просто ушли РМТшить, потому что это тупо выгоднее и нервы при этом целее. Всем привет, меня зовут Тукер, я бывший хиллер гильдии Exorsus и создатель одноименного канала, где мы можем наслаждаться контентом по этой замечательной игре. В World of Warcraft я пришел еще в Пандарии, это уже поздно для некоторых и очень рано для другой части игроков, которая пришла в БФА, и в отличие от многих у меня была одна особенность. Я пришел в игру уже изначально зная, чего я хочу, потому что я играл в достаточно похожие проекты, «Властелин колец онлайн», и мне нравились рейды, и я знал, что в Варкрафте, в принципе, очень круто сделаны рейды, и из-за этого я, в общем-то, и начал играть. И причем я изначально хотел играть на прогресс, и, в общем-то, чего и добился в последующие годы. С точки зрения PvE контента, я считаю, что в Легионе была добавлена такая главная фишка дополнения, которая называлась Мифик Плюс, и это действительно вдохнуло в игру просто такой новую жизнь. Это был такой свежий глоток воздуха для Вова, где ничего не менялось на протяжении времени, но, к сожалению, вместе с этим туда же запихнули и огромное количество систем, завязанных на гринде, завязанных на рандоме, и что самое проблемное, что все эти системы были обязательными, причем не только для игроков, которые
которые мало уделяют времени игре, для которых локалки могли быть бы способом, например, там что-то дофармить, но и для тех игроков, кто много времени тратит там на рейды, на ключи. И это, конечно, стало огромной проблемой на протяжении БФА, на протяжении Легиона. И вот только к Shadowlands эта система более-менее как-то устаканилась, и все-таки разработчики снизили количество необходимого гринда. Но, конечно, тот ущерб, который все эти системы нанесли игре за все это время, он огромный. Но если спрашивать, стоит ли сейчас играть в WoW, то на самом деле сложно сказать, потому что долго мы слишком ждали новый патч. Сейчас видно, что у игры действительно большие проблемы. С каждым новым аддоном все больше и больше видна оторванность разработчиков от комьюнити, несмотря на то, что некоторые фишки все-таки фиксятся и правятся. Это занимает просто огромное количество времени. Сначала нам всем рассказывают о том, что нет, вы не понимаете, мы лучше знаем. Потом все-таки игру правят, но когда это делается через 4 года, то, наверное, это уже не так круто и никого не воодушевляет. Поэтому посоветовать начать играть в WoW или не начинать я не могу, но могу лишь сказать, что одно из самых неудачных дополнений вообще за всю историю, битва за Азерот, на самом деле многим понравилось, и под многими я говорю про тех людей, кто начали играть в БФА, кто еще не могли заценить вот весь этот кринж, который там происходил, потому что просто не знали альтернативы, поэтому хрен его знает. И суть в том, что эти системы и перегруз ими, они дико напрягают и мешают играть казуальной части сообщества. Это проканало один раз в свое время, по стечению нескольких именно удачных факторов из сеттинга дополнения, но дальше это все лишь мешало и мешает до сих пор. По моему личному мнению, WoW стал слишком задротский с этой точки зрения. Конечно, я не буду врубать синдром утенка и рассказывать, что раньше было лучше, нет. Гринд в той или иной форме он был всегда. И дейлики были, и таймгейты, и все в этом духе. Но раньше при этом была какая-то более-менее адекватная и понятная структура того, что ты должен делать и чего ради. Есть такое интересное правило: если на объяснение какой-то механики нужна простыня текста, это плохая механика. Я не просто так ностальгирую по той же Пандарии. Лично для меня это было идеальное время по многим параметрам. Самая, по сути, единственная система Пандарии — это плащ, который мы собирали на протяжении всего аддона. Все, больше ничего такого, что давило бы нам на мозг. Никаких тебе артефактов, азеритовых доспехов, шейка, винантов, столов, ни хрена. Максимально прямая система одевания, лего, которую надо собирать через весь аддон потихоньку, рейды с PvP до сценарии и куча казуального контента. А сейчас дошло до того, что уже реально опытные дяденьки и тетеньки, которые не первый год в игре, порой сидели и не могли понять, а что за херня с этими системами творится. И именно это, как по мне, основная причина того, что люди уходят в тот же FF14, который с этой точки зрения сделан в разы логичнее и адекватнее. Об этом я сделаю уже отдельный ролик, понятное дело, и так, думаю, далеко не я один, уж поверьте. Добрый день, Культас на связи. Как вы могли догадаться по моему никнейму, я World of Warcraft люблю. И люблю я его уже где-то лет 15, если мне память не изменяет. Я помню, что присоединился либо во время патча 2.1, либо 2.2. И довольно сложно отличить друг от друга. Попробуйте, кстати говоря, вспомнить сходу, не подсматривая в Google, что было в патче 2.2. Далеко не у всех из вас получится, я проверял на стриме. Ну да, где-то получается 15 лет уже у меня выходит. И знаете, что за все 15 лет я не пожалел ни об одном, наверное, дне, потраченного в этой игре. О каких бы серверах мы ни говорили, об официальных или не совсем официальных, не совсем законных, которые я, конечно же, осуждаю всячески, но вы сами понимаете, иногда хочется, иногда появляется желание. Больше всего в старом Вове мне, наверное, понравилась эстетика, которая, конечно же, в эпизоде Саус Парка всем известным была немножко приукрашена, и да, это сложило у меня не самые реалистичные впечатления об опыте, который я в итоге получу, но после определенных трудностей, которые у меня возникли с тем, чтобы ее получить и понять, как заставить ее работать, не спрашивайте, это долгая история, после всего этого я был готов любить то, что в итоге получу, просто для того, чтобы оправдать вложенные усилия. Я даже понятия не имел, куда все это зайдет в тот момент. Именно эстетика остается для меня основополагающим каким-то принципом для любви этой игры. К сожалению, на одной эстетике не получится уехать очень далеко, как бы она мне не нравилась. Этого не хватает для того, чтобы было весело именно играть. Наверное, Burning Crusade я за эстетику люблю больше всего. Вот эти вот Сальвадор Далиевские пейзажи, отличающиеся настолько кардинально от локации к локации, но все еще выглядящие дико инопланетными и в то же время какими-то такими родными, особенно когда мы говорим про шатрат какой-то. Очень сложно это дело объяснить, но, знаете, когда ты переходишь из
такого меланхоличного, что ли, таракара в красочной, полной жизни на грант, это делает что-то с тобой по-своему. Есть такая популярная теория, популярный миф, что якобы вы просто устали от ММОРПГеров, вы просто выросли, у вас есть семьи, у вас больше нету времени. Да, все это, конечно, правда. Но почему тогда эти же самые люди идут играть в какую-нибудь финалку? Почему эти же самые люди пробуют New World или какие-то другие тайтлы? Почему эти же самые люди, которые говорят, что у них нет времени, якобы, или которым это шьют, в итоге все равно сидят и спокойно ждут, когда появится новая игра, когда появится новый меморпагер, на который будет не стыдно профукать свою жизнь. Это то, чего мы на самом деле хотим. А Вов, он одновременно хочет, чтобы мы с ним это делали, но в то же время всячески препятствует тому, чтобы мы на него жизнь фукали. Буквально все, что я вижу, каждый раз, когда не нахожусь активно в его инфополе, что сейчас особенно сильно получается сделать, когда нового контента не выходило уже полгода, если не больше, и буквально все, о чем я слышу, это новая акция на 6 месяцев подписки. Это новый донатный маунт. Это еще какой-то способ вытащить побольше бабла из тех подписчиков, которые продолжают оставаться в игре, которые продолжают сидеть и надеяться на то, что завтра будет лучше. Ну хотя нет, вро, это не единственное, что я слышу, потому что еще я слышу о том, как Blizzard вместо того, чтобы делать новый контент, тратит время на балансировку 10 тысяч никому нахрен не сдавшихся систем, каждая из которых работает друг от друга, и на каждой из которых в какой-то степени завязан баланс, настолько сильно, что даже Exorsus уже, я не знаю, может быть какие-то другие топовые гильдии тоже, но просто Exorsus первым приходит мне в голову. Даже такого уровня ребята, как Exorsus, уже сказали, что у них просто нету сил. У них нету сил ходить в этот долбанный торгаст, у них нету сил мириться с абсолютно сломанным балансом легендарок и прочих 10 тысяч систем, с которыми даже сам Blizzard, я надеюсь, не хочет мириться, но он почему-то все равно их придумывает. Никто не может дать ответа, ни игроки не могут дать ответа, ни сам Blizzard не может дать ответа. Все, что он говорит, это да, мы знаем, что проблема существует, мы думаем о способах ее сбалансировать. Они не думают о том, чтобы от нее отказаться, они не думают о том, чтобы сказать, знаете, что это была тупая идея, давайте не будем, давайте мы просто притворимся, что ее не было, и пойдем дальше. Окей. И знаете что, мне обидно, мне буквально больно смотреть на то, как все больше и больше игроков переходят в Final Fantasy. Не потому, что хотят насолить Blizzard. Blizzard уже давно перестал быть тем, каким мы его помним. Компания из себя представляет что-то совершенно другое. Но люди переходят в Final Fantasy не для того, чтобы им тут насолить. Они переходят в Final Fantasy, потому что Final Fantasy хорошая игра. Потому что она делает то, что игроки хотят. Когда игроки говорят, что это не весело, мы хотим, чтобы было весело вот так, Final Fantasy это делает. Где они сейчас? Это один из самых популярных MMORPGеров на планете Земля. Вот они смогли. Все почему? Потому что они делают то, что игроки просят. Потому что они пытаются сделать для них хорошую игру, а не для того, чтобы повысить свои метрики. Не потому, что они не хотят отказываться от идеи хорошести, засевшей у них в голове. Потому что они готовы бросать себе вызов, они играют в свою собственную игру и понимают, где проблемы. Понимают, что нужно исправлять. Стоит ли играть именно в WoW сейчас или что-нибудь другое попробовать? Ну... Романтик во мне хочет сказать вам, что да, что стоит. Потому что, несмотря ни на что, я все еще люблю его. Я не могу от него отказаться. Я сидел там 15 лет и до сих пор сижу, играя в Burning Crusade классику ту же самую. Наверное, попробуйте поиграть в Burning Crusade классику. Вот что я вам могу сказать. По крайней мере, это проверенно хорошая игра. Даже несмотря на бусты до 58 уровня, не пользуйтесь им, пожалуйста, даже несмотря на донатных маунтов и прочие вещи, на которых они, естественно, не остановятся. Можете даже не сомневаться, когда будет Lich King классика, они пойдут только вперед. Я уверен, что они гораздо больше себе позволят, но не суть. Поиграйте лучше в Burning Crusade классику, и вы по большей части получите от нее удовольствие, точно так же, как в свое время получил это удовольствие я. Это такая река, в которую нужно войти хотя бы один раз. Второй раз уже в нее войти не получится. Так что попробуйте. Было бы здорово, на самом деле. Советую. Хотя, конечно, для многих уход в другие игры не является хорошей прям идеей. И да, многие предпочитают уйти на классические сервера. Во-первых, довольно много пираточников, которые прям обожают старые версии, но хотят играть на более-менее стабильных серверах, а лучше официалки ничего нет. Да и вообще, сколько фана люди получили от той же ванилы, когда прошли весь этот путь, от первой фазы и PvP в Таренмиле, до сбора Fire Resist на Рагнароса, до открытия врат Анкеража и... Ой, вы сами все это прекрасно знаете, господи. Сейчас идет Burning Crusade, и во многом, но в БК гораздо больше смысла и логики, чем в Shadowlands. Хотя, безусловно, БК это действительно старая версия, плюс к тому же проходная. Я слишком хорошо знаю близов. БК им нужен просто как переходный патч для деньгососания перед открытием настоящей кормушки Лич Кинга, который с огромной вероятностью бомбанет очень даже сильно. И то, что БК для них проходной контент, говорит и его более агрессивная монетизация, и лютая экономия на всем, чем можно, вплоть до русского перевода, там порой просто туши свет, и маркетинг которого хоть и было
довольно много, но не так много, как в классике. Да еще и маркетинг достаточно дешевый. Вспоминаем эту песнь. Но, в общем-то, да. Перед Близами возникла новая проблема, которую они не продумали. Они элементарно не понимают, что с ними делать, с этими классическими сервами. Ванилу они убили, благодаря платному копированию. Причем убили окончательно и бесповоротно, как мне кажется. Классику спасет только перезапуск, причем когда уже отгремят БК и ЛК сервы, когда народ насытится и убьет Лича, чтобы провернуть весь классический цикл по новой. Сейчас перезапускать классику почти бессмысленно, 90% останутся на БК, чтобы потом перейти на ЛК. Краткосрочно классика это реально интересно, в долгосрочной пока непонятно. Но можно сказать одно, у игроков есть реальный выбор, где играть. Легально, с новеньким клиентом, в такие родные и ностальгично-атмосферные классик-сервера, которые сделаны достаточно добротно, чтобы за это платить, либо современный ритейл для тех, кто хочет максимально разнообразное ПВЕ и действительно челленджа в данжах и рейдах, и по большей части кого не смущают все эти десятки систем. И поверьте мне, таких людей очень много, кто хочет разнообразия в игре, которой 17 лет. Здрасте, я Пиптар, я начал играть в World of Warcraft практически с европейского релиза, и так он меня покорил своей открытостью мира и, наверное, своим невероятным ПВЕ, потому что, кто бы что ни говорил, в Вове ПВЕ на голову выше, чем во всех остальных абсолютно играх, что я играю в него, ну вот, собственно, все эти годы, правда, с очень переменным успехом и пропуская иногда практически целые дополнения, но тем не менее. Кроме того, я тот самый человек, который считает, что Shadowlands лучше, чем БФА, но это ладно, это вы мне простите, и лучше, чем Легион. Это мне никто не прощает. Еще ни один человек не сказал: Пиптар, я согласен, да, Легион вот хуже, чем Shadowlands получился. Хотя в Легионе я где-то всего лишь 1/4 аддона посмотрел, там тоже кусочками такими. Но дело в том, что Shadowlands мне настолько нравится, что вот я убил Сиродинатрия в Мифике. И, кстати говоря, я еще ко всему прочему тот человек, которому нравится Таргаст. У меня 2 персонажа, и я жду не дождусь каждый раз, пока сбросятся сейвы, чтобы я сходил наконец-то еще раз в Таргаст. Но мы здесь с вами собрались, чтобы обсудить более серьезные темы, например, уход тех самых старых дяденек из Blizzard, которые сделали те самые классные игры, которые мы все любим. И, на мой взгляд, тут все, ну, весьма неоднозначно, потому что Blizzard — это очень старая компания, в которой очень давно и работали те самые сотрудники, и мы не знаем, что на самом деле повлияло на их уход, то есть это ограничение какое-то... Ну, понятно, это, скорее всего, совокупность факторов, и, скорее всего, нету никакого черного и белого, и это и выгорание, и просто то, что они устали, то, что они решили отдохнуть, то, что у них куча денег, и им вообще как бы уже и работать-то, в общем-то, особо не надо. Наверное, ограничение творческой свободы от Activision Blizzard. А может быть, конечно, к ним просто пришел Бобби Котик и говорит: что это вы тут собираетесь игры хорошие делать, не все, мобилочки. Вы знаете, мы через 5 лет все франшизы Blizzard должны быть на мобилках, туда, короче, вкладываем все деньги, а ваш вот World of Warcraft чуть-чуть будем развивать, все остальное закрываем, короче. Ну и Diablo 4 можете сделать чисто для рекламной кампании Diablo Immortal, ладно, я вам там дам $1 миллион. Короче, я пытаюсь сказать, что мы с вами не узнаем, что там на самом деле происходит, если только разве что не дождемся каких-то мемуаров от вот кого-то из этих ребят, и нам не расскажут, что на самом деле происходило в компании. Кратенько про WoW Classic, что вообще происходит и зачем это нужно, и что Blizzard с этим будут делать дальше. Я думаю, главная проблема игроков WoW Classic заключается в том, что Blizzard сами не знают, что с этим делать. То есть они вот сейчас, допустим, запустили сервера вечной классики, а они никому не нужны, на них никто не играет. И люди говорят: да, потом там народ придет, когда БК хайп пройдет. Но нет, дело в том, что основная масса играющих людей сейчас на классике и стабильно играющих — это люди с пираток. Их действительно очень много. Если посмотреть тех, кто стабильно сидит, они вот, многие из них пришли с этих самых приватных проектов, как это почему-то называется. И этим людям надо, чтобы Blizzard сказали: у нас фреш-сервер. А Blizzard этого всего не делают. Они, во-первых, поняли, что они не отдупляют, поэтому они постоянно бомбят голосовалками относительно классики, если вы заметили. И просто делают вот так, как народ проголосовал. Хотя, по-моему, это не очень нерелевантно и, возможно, не совсем состыкуется с удержанием аудитории в той же самой классике. Что касательно того, стоит ли вообще играть в World of Warcraft, на мой взгляд, однозначно стоит попробовать. Причем, когда вы будете пробовать, у вас сначала там будет прокачка и так далее, а потом, если вы любитель ПВЕ, то вы вот погрузитесь глубже в это, и там уже будет совсем другой контент, социальный, плюс ко всему, ну, в Вове объективно сложно и интересное ПВЕ. То есть, если вам, в принципе, может это понравиться, то вам это понравится, и нету ни одной игры, именно морпг игры с настолько сложным интересным ПВЕ, как в Вове. Ну, а классика, в классику, возможно, тоже стоит попытаться поиграть, то есть, особенно если у вас там есть какая-то ностальгия. Хотя, может быть, с ностальгией играть как раз-таки и не стоит, потому что вы сделаете только хуже. Сложный вопрос. Надо все попробовать, это, благо, не сложно.
Да, верно, очень интересную тему с уходом ветеранов затронул Пептар не просто так, а тоже по моей просьбе. Давно уже ходит такой слух, мол, Шош умирает, потому что из него уходят ветераны индустрии, которые оказывали большое влияние на проект. Честно говоря, я очень долго разбирался в этом вопросе и так и не пришел к конкретному правильному ответу. Ну смотрите, вот есть у нас Мэтсон, который стоял у истоков множества игр Blizzard. Есть Каплан, то же самое. Морхейм, сам директор всея метелицы и много других. Когда компании разрастаются, то под огромный вопрос встает вот это влияние таких конкретных личностей. Если в свое время Каплан действительно решал, был геймдизайнером, карту Atari нарисовал, шутка-минутка. И тот же Мэтсон, насколько я помню, работал в WoW именно как художник и аниматор, не как геймдизайнер или креативщик, хотя в сценарий он тоже много что привнес. Какая роль при этом была у него в том же Дреноре, как именно он влиял на игру? В этом-то и проблема. Мы не знаем, насколько много им позволяло руководство, на что они могли повлиять, какие инициативы вбросить на рассмотрение. И как мне кажется, что все зависело от конкретного человека. Ну вот, например, Мэтсон. Да, он реально мужик крутой, я его уважаю. Но после его ухода стал ли WoW хуже с точки зрения визуала и вот этого художественного момента? Я считаю, что нет. И Дренор был хорош, и Легион хорош, и визуалы многих вещей в BFA и Shadowlands у меня восторг вызывают. В 2018 году ушел Майк Морхайм, но это больше не про WoW, а про Близов в целом. Но лично я увидел в этом только перспективы и реальные попытки выбраться из задницы, в которую Blizzard себя загнали. Смотрите ролик по Близам, если хотите узнать больше. Я очень уважаю Морхайма, но мне кажется, что он уже стал староват. Единственное, как мне показалось, действительно прочуял каждый в той или иной мере варкрафтер, это смена ведущего геймдизайнера. Я понимаю, что скорее всего я переоцениваю значимость одного конкретного человека, а именно того же Госткроулера. Но странное совпадение, что именно после его последней симфонии в виде осады Аргримара вышел крайне провальный Дренор. Грег Стрит, я напомню, был системным дизайнером по большей части. Но после Дренора, когда новый ведущий систем-дизайнер Морган Дэй, кажется, а также новый директор WoW Йон Хазикостас начали, собственно, работать на своих должностях в полную силу, выходит Легион. И вроде бы все норм, но в попытках повторить успех Легиона опять же лютые эксперименты, каждый патч и аддон. Опять находятся какие-то древние проблемы из прошлого, которые надо срочно решать в будущем. Ну-ну. Или вот тот же Каплан. Он был одной из ключевых фигур в проекте Титан, затем в Overwatch. Что он решал? Насколько его уход из Blizzard отразится на Overwatch 2? Лично мое мнение, что либо никак, либо точно не в негативную сторону. Я уж поначалу, знаете, начал распинываться и объяснять свою позицию, но потом резко вспомнил, что у нас ролик про WoW вообще-то. И самое время передать слово следующему гостю. Привет всем, это Аркаша, я играю в WoW уже, получается, 12 лет, с 2009-го, начинал на Лич Кинге, сперва шастал по пираткам, понятное дело, затем обрел высшую мудрость и оказался на официальных серверах. WoW меня затянул в первую очередь тем, что это Warcraft. Я когда поигрывал в третий варик, у меня буквально мечта была бегать за этих крутых героев по этому красочному миру с видом от третьего лица. И когда я узнал, что такая игра существует, захотелось ее, конечно, попробовать. Но с этим могли возникнуть кое-какие трудности в то время, вплоть до того, что подписку мне приходилось оплачивать через терминалы на улице. По поводу ухода ветеранов. Меня, как члена комьюнити, конечно, расстраивают подобные новости, но я все чаще прихожу к такой мысли, что мы, игроки или зрители, так сказать, часто ассоциируем крупные компании с конкретными людьми, которые являются фронтменами, представляют компанию в публичном поле. Понятное дело, что влияние Майка Морхейма на все процессы в Blizzard было велико, когда Blizzard были маленькой условно-гаражной студией или даже небольшим офисом где-то на отшибах бизнес-центров. Но сейчас в Blizzard трудятся около 4000 человек. Они являются подразделением одной из крупнейших компаний в индустрии с этими всеми акционерами, квартальными отчетами, планами, юристами и прочей корпоративной скукотой. И мы можем видеть, что порой значимость одного человека в подобных сложных механизмах со временем может очень сильно снижаться. И все вот эти корпоративные машины способны пережить спокойное исчезновение одного своего элемента. Apple спокойно выстояли смерть Стива Джобса и с тех пор выросли в разы, Microsoft успешно существует без Билла Гейтса, PayPal уже даже не ассоциируется с Илоном Маском, и вряд ли какой-нибудь потенциальный уход Гейба Ньюэлла из Valve способен хоть как-то пошатнуть Steam. И в Blizzard, я думаю, все примерно так же сейчас. Влияние Морхейма, Мэтсона, Каплана, Пирса и других ушедших стало все меньше, потому что Blizzard стали все больше. И как мы видим сейчас, эти ветераны открывают свои маленькие студии, чтобы вновь вернуть этот дух авантюризма и свободы творческой мысли. Но довольно сложно, как мне кажется,
приходится сочетать вот эту свободу, творчество и 4000 сотрудников, которым надо платить зарплату. Классические сервера WoW — это палка о двух концах. На короткой дистанции это классное приключение в мир ностальгии и забытых ощущений. Но в некотором будущем обязательно встанет вопрос поддержки старых серверов, на которых, скорее всего, будет не хватать людей, как сейчас это происходит на ваниле после выхода БК. И если Blizzard не придумает этому решение, то классические Warcraft'ы могут даже очень сильно навредить. Я считаю, что в WoW стоит играть порционно, по крайней мере тем, кто уже не первый год в этой игре находится. Закрыть контент, потупить какое-то время, а как надоело, спокойно взять паузу и дождаться следующей порции новинок или следующего прилива желания. К сожалению, многие играют в WoW по привычке, не понимая, что они уже давно перегорели и нужно остыть. Новичкам же я всегда говорю, что попробовать можно в любой период, бывает более удачное время, конечно, но если вас вдруг посетила мысль, просто начните, а там уже разберетесь. Не надо вот все усложнять, какие-то ритуалы придумывать, типа с чего мне начать, что мне делать, в какое время лучше. Just do it. Мое же мнение будет следующим. Уход ветеранов — это не обязательно прям 100% плохо. Во-первых, ветераны могут быть уже некомпетентны в некоторых вопросах. Лорд Бритиш, отец жанра MMORPG, только после Ультимы у него так и не получилось ни одной успешной ММО, хотя он ветеран. Смена директора, ведущих дизайнеров отразились на WoW в обе стороны. Что-то стало хуже, а что-то лучше. С одной стороны, я вижу некоторый упадок казуального контента и попытка удержать игроков в игре за счет таймгейтов. С другой вижу, что кучи ключников и эпохальных рейдеров лутают свою дозу челленджа и фана, и за этим смотрят люди. Системы бесят, да, и с ними надо бороться и как-то что-то с ними делать, долбить разрабов. Но объективно говоря, эндгейм с ключами тот же — это больше положительный момент. Плюс Warcraft'у 17 лет, и какое-то разнообразие за счет систем все равно необходимо, просто их должно быть гораздо меньше. Но стоит поговорить о еще одном довольно важном аспекте WoW, это, конечно, PvP. И уж кому-кому, а PvP-шникам в Warcraft'е я не очень завидую, если честно. Многие из них, конечно, нашли надежду в лице классических серверов, как тот мем, что WoW LK Classic релизится, и сотни гладиаторов с пираток такие: черт, давно пора. Но это вопрос относительный, конечно. Стоит вспомнить, что WoW всегда был PvE игрой, вообще всегда. Но PvP в нем было и есть, и в разные времена оно играется откровенно по-разному. WoW с точки зрения PvP во многом спасают реально офигенные арены. Если поля боя — это, конечно, тоже важно, но все же более вторично, то вот арены — это то, что спасало PvP в WoW многие годы. Сама же PvP-система через что только не прошла. Одни только перлы Халинки чего стоили. Самым сбалансированным были 14 и 15 сезоны имхо, за что я их очень люблю. Потом в Дренории началась ебала с PvP-шмотом, который скалируется только в PvP. Потом система шаблонов из Легиона. В БФА был полный трэш, как и тот факт, что для PvP приходилось одеваться в PvE. Сейчас, по отзывам всех моих PvP-шных знакомых, гораздо лучше все по сравнению с БФА. Это и возврат PvP-вендоров, и нормальное одевание за Honor, а шмот с версой даже в PvE можно юзать. Хотя есть, конечно, моменты, которые откровенно не очень, например, ломаные легендарки, но их более-менее фиксят. Но давайте о PvP будет говорить все же человек, который проводит в нем гораздо больше времени, чем я. Всем привет, ребята, с вами Виги, привет, Котей. Моя история в этой замечательной вселенной началась со старта Короля Лича. Именно тогда я сам лично смог позволить себе на свои чисто заработанные деньги купить себе свою учетную запись и начать в нее играть. Было тяжело, нубил по полной. А WoW Classic и WoW БК я никогда не играл. Как я уже говорил, я начал с Лича, и для меня WoW Ванила и БК это что-то новое, что-то неизведанное, хотя вот оно всегда было под боком. Ну, я в них никогда не бегал, но смотрел кучу крутых видосов, кучу крутых парней, как тот же самый Свифти, ходил там всем наваливал. Хотелось так же. Зашел, побегал, оценил. Shadowlands патч отличный. Не будем там учитывать, как долго выходит следующий патч. Сами понимаем, сейчас везде проблемы. Но Shadowlands я реализовал именно то, что я хотел. Хочешь заниматься PvP, ты занимаешься PvP и одеваешься в этот шмот. Эта игра тебе позволила, и это классно. Как я уже говорил до этого, в Легионе и в БФА ты должен был заниматься очень сильно PvE для того, чтобы быть сильным в PvP. Потому что в Легионе было скалирование, в битве за Азерот еще более сильное скалирование. Ты мог голым
фактически просто ваншотать одетых пацанов. А сокеты в шмотках делали тебя еще слабее. Вот такой вот парадокс. Shadowlands PvP в принципе замечательная. Если мы говорим про дуэли 1 на 1, баланса там никогда не было и не будет. Иначе классы все будут равны перед собой, и это будет неинтересно. Если мы говорим про арену 2 на 2 и 3 на 3, битвы стали намного более динамичные, более интересные, стало интересно следить. Если мы говорим про старые патчи, то тут, скорее всего, зависит от человека и на каком персонаже он играл. Допустим, я играю за воина. Сейчас воин весьма хорош, но я вспоминаю времена Пандарии, когда он был намного лучше. В целом, Blizzard смотрит за актуалом PvP, но, как я уже говорил, WoW это по большей части PvE игра. И если в PvE какая-то где-то ошибка, какой-то босс что-то не так делает, это исправляют на следующий день или в тот же день. Если в нашей игре в PvP что-то творится, кто-то кого-то ваншотает, неправильно работают обилки, дай бог, если они это исправят во время перезапуска в среду или только в следующем патче. Если вы собираетесь играть сейчас в Warcraft и думаете, поздно или нет, никогда не поздно. 15 лет назад ребята думали, все, WoW умер, но, как видите, он все еще жив, цел и здоров, и ребята трудятся над ним. Так что заходите, врывайтесь в эту замечательную вселенную, как говорится, тут вас и научат, и покажут. Есть много фан-сервисов, много хороших стримеров. Один вы точно не останетесь. Да, вспоминать, как было вот тогда, это то, чем занимаются все олды. Если честно, ни в каких крупных ММО я такого не замечаю. Ни в ГВ2, ни в СО, ни в FF14. Но WoW это есть. Почему так? Ответ очевиден. WoW одна из немногих игр, которая умудряется перелопатить всю механику с ног до головы, чуть ли не в каждом аддоне. При этом, оставаясь востребованной и интересной для игроков тех или иных категорий, продолжает вызывать тоны обсуждений, холиваров, разговоров, что было лучше тогда, что лучше сейчас. В некотором роде, конечно, очень условно, но WoW в каждом аддоне чуть ли не другая игра. Как с точки зрения элементарного баланса в PvP и PvE, так и с точки зрения антуража рейдов, локаций и прочего. Много разных причин, почему игроки ностальгируют по тем или иным вещам в тех или иных аддонах. Есть определенный процент аудитории, конечно, который эти изменения принимает с большой попоболью и начинает писать, что WoW умер, все плохо, но эти вещи пишут еще со времен БК. По традиции WoW умирает каждый аддон. Каждый. Вот Пандария была плохой, но вышел Дренор, и оказывается, что ну да, Пандария так-то ламповая была, контента там было много. Вот вышел Легион, уже и Дренор не так плох. Да, я знаю огромное количество людей, которые хейтили Легион на старте из-за рандома лег, из-за переизбытка эпика, ключей. И все ждали БФА как возвращение к истокам. Разумеется, когда БФА вышел, все резко полюбили Легион. А когда вышел Shadowlands, уже и БФА, оказывается, был не так плох, и там вот хоть какой-то контент был. Старая песня. По факту всю эту чепуху несут только дурачки, и никакие не олды. Истинные олды прекрасно понимают, что в каждом аддоне есть плюсы и минусы. Просто в каком-то конкретно тебе было интереснее, а в другом аддоне у этого чувака все было хорошо по жизни, и он больше полюбил именно этот аддон. У этого любимая Пандария, потому что он с нее начинал, а этот в кате начал активно рейдить, и ему норм именно ката. И таких много, и у каждого своя история. Привет всем, ребята, меня зовут Павел, я основатель и солист группы FunMod. Хочется верить, что вы нас слушали. Если нет, то вперед. Ну и коротко расскажу свои впечатления про Warcraft, как я начинал играть. Это было что-то прекрасное. И я здесь могу 5 часов сейчас об этом рассказывать, но в целом, если, ну, как выделить что-то основное, мне кажется, что вся суть была в том, что, ну, во-первых, это была вселенная, которая нам была так знакома по играм Warcraft 3, Frozen Throne, Legion of Chaos и так далее, и поэтому мы окунулись в эту вселенную, но самое, что интересное было, то, что игра буквально заставляла нас кооперироваться с другими игроками, потому что все было достаточно сложно. То есть это сейчас нам кажется, что на самом деле ничего сложного не было. Когда мы вдоль и поперек все это изъездили, тогда это было трудно. И, грубо говоря, там даже простые квесты намного проще было делать в пати. Поэтому игра заставляла людей знакомиться, дружить, и это было здорово. На самом деле я считаю, что именно в этом был смысл и сердце всего WoW того времени. Warcraft этим подкупал безумно. Огромный неизведанный мир, такой интересный, такой сложный. Ты со своими друзьями, новыми друзьями, люди там знакомились, женились, обретали друзей, которые вот тогда появились, и они дружат по сей день. Это было очень классно, и это не могло не затянуть, поэтому я вот с классики играю в Warcraft, и очень рад, что вообще она появилась в моей жизни.
По поводу людей, которые играли в Warcraft и сейчас перестали, да, стало проще. Причем самое интересное, что с с каждым патчем новым Warcraft нам, делал подгоны, мы оценили их, допустим, после того, как появился поиск подземелья, все вроде сказали: вау, классно, типа, и потом уже очень сложно вернуться к тому, что было раньше, и ты думаешь, нафига я сейчас буду тратить столько времени, чтобы бежать в Инск, когда вот оно. Но в этом был фундаментальный смысл, просто тогда ты не знал, что можно по-другому, поэтому ты это впитывал, и это давало свои плоды. Сейчас ты знаешь, что можно по-другому, тебе нафиг ничего не надо, поэтому это как бы уже, начали сами себя закапывать, скажем так. Но потом вот от патча к патчу, на мой взгляд, все хуже. Поэтому, мне тоже совершенно неинтересно, я в актуал не играю, я установил, в принципе, я каждый патч покупал, запускал, играл там немножко, смотрел, что как, все. То есть на этом все заканчивалось. В Shadowlands мне хватило на 2 недели. Я думаю, что если вы фанат серии, то, конечно, стоит просто поиграть, немного посмотреть. А зацепит, не зацепит, это дело каждого. Кто-то, может быть, найдет что-то, что ему нравится, а кто-то нет. Как говорится, фломастеры на цвет и вкус разные. Для тех, кто смотреть на что-то новое не гораст, есть масса вариантов. То есть, как начиная там от пиратских серверов и заканчивая сейчас официальными серверами классики, БК, я думаю, мы, конечно же, дождемся классику Лича. Так что вариантов много. Если вы считаете, что Warcraft это неотъемлемая часть вашей жизни, то выход вы всегда найдете. По поводу классик серверов, мне кажется, что те люди, которые хотели что-то найти там и вспомнить, они нашли и вспомнили. А те люди, которые хотели почувствовать вот эту хардкорность и так далее, они все равно уже с таким багажом знаний. А новые игроки в классике, они не поняли. Я же говорю, классика была не про убийство там боссов, да, в 40 человек там, а именно в освоении, в понимании, в коммуникации. С тех пор не только Warcraft изменился, с тех пор мир изменился. И изменился очень сильно. Так что то время не вернуть, как вы ни стараетесь. По поводу того, стоит ли играть в WoW сейчас, это, конечно, странный вопрос, потому что вы играете, неважно, сколько вам лет, неважно, какое сейчас актуальное дополнение, неважно вообще, что происходит. Есть вы и есть ваше желание. Если вы хотите поиграть в Warcraft, берите и играйте. Не хотите, не играйте. Чисто мое мнение, как я уже говорил, посмотреть стоит. Красивая графика, местами интересный сюжет, старые знакомые персонажи, местами очень ужасные повороты сюжета, высосанные из пальца и покалеченные персонажи и так далее. Но, опять же, имеет место быть. Посмотреть, я думаю, стоит. Это сессионочка, зашел, поиграл, часик и ушел. Кому-то этого достаточно. Ребята, помните, все, что вы делаете, все игры, вся музыка, что угодно, должно приносить вам удовольствие. Это самое главное. Так что от меня и всего коллектива группы FunMod вам удачи, отличного настроения, крепкого здоровья. Играйте в то, что вам нравится. Всем пока-пока. Единственная проблема в WoW лично для меня, по сути, 2 проблемы на данный момент. Первая – переизбыток систем, которые абсолютно не нужны и путают игроков. Я считаю, что на весь аддон должна быть 1, максимум 2 системы, максимум. Но в идеале 1. На весь аддон, а не патч. Какая-то механика, связанная со сбором легендарок, например. Вспомните, как геморно было собирать Сульфурос, Атиеш, Шэдоуморн, Клинки Отца, Плащ Пандарии. Тогда это были реальные легендарки, к которым ты шел. И попутно им может быть какая-то еще новая система. Например, в том же Shadowlands Ковенанты. Их можно было сделать гораздо интереснее, не хуже оплота Легиона, если бы просто уделить им должное количество времени. И тот же Таргаст сделать исключительно дополнительным контентом с уникальными визуальными наградами и челленджем, а не очередным недосценарием ради пыли. Второе, что вытекает из первого, это плохое развитие казуального контента. Его очень много старого, интересного, но развития какого-то нет, он не востребован. Как только релизнится новый аддон, то старый контент становится просто не нужен. У Blizzard были попытки сделать его востребованным за счет тех же тайм-волков, но это всего лишь микроивенты, и это надо развивать, награждать чем-то реально интересным за прохождение старого контента. Например, уникальными внешками и маунтами, чтобы твои достижения не просто были строчкой в ачивках, а как-то визуально это все отображали. Я хочу, чтобы вернули возможность собрать плащ Пандарии ради внешки. Я хочу, чтобы вернули башню магов из Легиона на постоянку ради уникального
облика. В общем, много интересного контента просто выпиливается, и ты к нему не возвращаешься. И это плохо. Хотя все это дико субъективно. Скажу лишь, что WoW это действительно игра, которая постоянно изменяется. Довольно многим это нравится на самом деле. В каких-то моментах она становится лучше, какие-то новые механики и системы в ней приживаются, какие-то нет. Постоянно идет попытка прыгнуть выше головы, либо как минимум держать планку. Кому-то это нравится, кому-то нет. Кто-то предпочитает, конечно же, ритейл, а кто-то классику. Я думаю, пора подвести итоги не только с точки зрения ответов на вопросы, а-ля стоит ли играть, но и с точки зрения моего приключения в Азероте. Ради чего стоит играть в WoW? Первое. Сюжеты вселенной. Несмотря на редконы и огромные масштабы, объемы этой истории, изучать ее интересно. Будь то хроники, видосы наших любимых лороведов и прочее. Даже сейчас сюжет и история WoW действительно интересные, и локальные сюжеты аддонов замечательные во многом. Хотя Blizzard двигают его медленно, чтобы угодить олдам игры, они боятся сливать многих старых персов, хотя стоило бы. Но и еще имейте в виду, что это не какое-то уже давно приземленное фэнтези времен Warcraft 3 или там WoW Classic. Это по сути супергероика. Хорошо это или плохо, решайте сами. Второе это эндгейм. WoW делает огромный упор на эндгейм и его разнообразие. За счет новых систем, за счет мифик плюс и эпохальных рейдов, где одно это вечно меняющиеся по условиям и сложностям данжи, которые надо заучивать и укладывать порой в безумные тайминги, разрабатывать маршруты пробега, скипы, уметь использовать аффиксы себе в плюс. Это киберспортивная дисциплина, за которой довольно много людей смотрят, и это действительно интересно для маленьких компаний. И второе это сложные рейды для гильдий и крупных статиков, которые тратят сотни и сотни траев. Например, на королеву Ашару в мифике киберспортивной гильдии метод понадобилось 12 дней, 359 траев, при условии того, что они лучшие игроки в мире. Они проходили Ашару в других сложностях и всю базовую механику знают. Эпохальные рейды закрывают какие-то единичные проценты игроков, 5% гильдий убили Сира Динатрия в мифике, при том, что в героике убили 49%. Гера это приятный челлендж. Сам вон недавно Нафрия в Гере закрыл, под конец патча, правда, но, признаюсь, в мифик я даже не планирую суваться в будущем, это слишком жестко без хорошего статика. Но страсти там творятся лютые. PvP это еще одна причина поиграть в WoW. Знаете, я хоть и поверхностно, но повидал много ММО. И единственная игра, в которой вот это PvP на аренах и БГ лучше, чем WoW, наверное, только GV2. Ну и BNS, я думаю, тоже хорош, что там скорее файтинг 1 на 1. Все остальные ММО гораздо хуже с точки зрения разнообразия БГ, классов, арен 3 на 3 и фана в Open World PvP. Поверьте мне на слово. Да, WoW это PvE игра, это правда. Но я смотрю на комьюнити PvP в WoW, насколько оно развито, сколько набирают стримы и видосы по PvP, это целая культура. И я вынужден признать, что ради PvP в WoW играть действительно можно. И близы им все же занимаются, хоть и не в первую приоритетность. Так что возможность за грозного орка или жуткого андеда резать людишек в PvP, или за гордого паладина раскалывать черепушки всяким гоблинцам, да, это хорошее дело. Особенно сейчас, в Shadowlands, когда выпнули под зад Халинку, вернули PvP на круги своя, плюс в классических версиях отличное PvP, его много. Рекомендую. Очень много старого и доп контента. Почему-то WoW воспринимают только с точки зрения одного актуального аддона, но это не совсем правильная позиция. Из-за того, что квесты стали не актуальными, разве они перестали быть интересными? Не думаю. Единственная проблема, что не так-то просто отскалировать себя под этот контент. Синхронизировать себя с друзьями просто. Вот, например, вы 60-й, а ваш друг 50-й. Врубаете синхрон, и все, вы 50-й, и можете проходить контент с вашим другом. Но если у вас нет такого друга, а вы не хотите бегать и ваншотать все, что движется, то лучшим способом будет остановить свой кач на примерно 49 уровне в казармах вашей фракции и просто пройти весь таймлайн до конца. Как вариант, поставить себе аддон Storyline еще. И поверьте, огромное количество сюжета и историй не оставят вас равнодушным. Это действительно плюс. Старый контент WoW. Хотя, конечно, хотелось бы больше инструментов под подстраивание старого контента. Например, старые рейды пройти с актуальными характеристиками для них. Например, с помощью синха сбросить свой левел до уровня классического ЦЛК и пронести его с пачкой таких же ребят. Такое возможно только в строго ограниченном количестве и во время тайм-волков, и то не всех. Но это уже придирки. И без всего этого
этого старого контента WoW очень много. Как и дополнительного вроде ярмарки новолуния, праздников, битвы питомцев. Это все тоже очень интересно, но процент людей, которые им занимаются, довольно мал. Все бегут упарываться именно в хай-энд, забывая при этом про все остальное. А потом жалуются, что контента нет, хотя он есть всегда. Минусы WoW, из-за которых я играть не рекомендую. Это чисто субъективщина и мнение автора. Первое, это таймгейты. Последнее время их стало слишком много. Вы не можете выфармить все и сразу, хрена с два. Вы будете заходить на часик-два еженедельно. Таргас, Утроба, виклики для ковенанта. Это бесит реально. Когда у тебя есть пара недель во время отпуска или больничного, и ты хочешь быстро там все выфармить, обложившись энергетиками, хрен там плавал. 3-4 недели надо потратить на прокачку репутации, ее нельзя больше крабить по данжам, на сбор легендарок и всякое такое. Раньше таймгейтов было меньше, хоть гринда и больше. Это сделано, разумеется, только для того, чтобы удерживать вас в игре за счет подписки. Второе, это системы. Их слишком много, и работают они на старте аддонов, а иногда и не только на старте, через большую такую задницу. Одна система ведет другой, вторая к третьей, все друг от друга зависят и по факту околозеркальные. Это действительно смущает. С одной стороны, да, это позволяет разнообразить очень старую MMORPG, которой уже куча лет. Но имхо это можно делать более аккуратно и другими способами. И как раз третье, это отсутствие развития этих способов делать WoW интересным без киберспорта. Сколько лет Близы делали элементарный синхрон, но все равно есть куда доделывать. Таймволки по сути забросили и не развивают. Фестивали тоже одни и те же год за годом. Сколько лет уже вожди Таурены играют одну единственную песню? Каждый месяц. Хоть бы на Мурлока поменяли, я уж не знаю. Каких-то уникальных и веселых ивентов очень мало. Например, на годовщину был ивент с глобальным таймволком, за который давали маунта Смертокрыла. Это было просто охрененно, хоть и очень коротко. Но это было давно. Очень много старого контента вырезают и делают бесполезным. Например, башня магов. Ну что мешало ее адаптировать под 60-й элементарным скалированием? Зачем ее было выпиливать? В общем, много чего стоит действительно развивать, но оно стоит при этом на месте. Ну и самая главная проблема, лично для меня, если вы казуал, то вам в игре будет скорее всего скучно из-за всего этого. WoW игра очень задротская, по сравнению с многими другими играми. Нет, конечно, ща любители корейщины выпрыгнут и начнут рассказывать, что ты гринда еще не видел. Вот у нас в корейской дрочильне, да ваши дрочильни азиатские вообще не игры, и ни один нормальный человек в них не пойдет играть в здравом уме. Я сравниваю WoW с теми же GW2, FF14, Elder Scrolls. И да, WoW из них самый задротский на данный момент. За счет систем, ключей, неплохого PvP и эпохальных рейдов каждый крупный патч. И 95% комьюнити долбится именно в этот эндгейм. Он сделан замечательно. Но все остальное WoW находится в некотором упадке. Возможно, в будущем это изменится, но пока это вот так. Ну и что до меня? Это было великолепное приключение длиной в 7, уже почти 8 лет. Я и впредь буду играть в WoW, смотреть новые аддоны, закрывать рейды в героике по возможности, если у меня будет на это время. Но сейчас из-за этого упора на киберкотлетный контент мне WoW стал не так интересен. Я ценил в нем другое, и я не вижу себя в игре как автора. Пытался разглядеть. Я хотел плотно заняться контентом по WoW, по другим играм, конечно, тоже, да, но все-таки создать себе определенное направление, а на другое отвлекаться, если есть время. Но я понимаю, что мне нечего рассказывать о Варкрафте. Весь старый мир изучен и рассказан другими. Киберспортсмен из меня никудышный. Обзоры патчей, сюжета, и без меня этого всего хватает. Я прекрасно понимаю, что это будут смотреть и у меня, просто потому что WoW дико популярен. Я буду поднимать одни и те же темы десятки раз, лить в воду, и это будет многим интересно. Фанбаза огромная. Но это уже не интересно мне, увы. Еще раз, я не бросаю World of Warcraft и буду дальше по нему пилить ролики, как отдохну. Но он сейчас не на первом месте в моем приоритете. Я благодарен компании Blizzard и ее авторам за эту игру. И старым ее авторам, и разрабам, и новым. Всем художникам и музыкантам. Мой низкий вам поклон. Это великая игра, которая сделала этот жанр популярным. Доказала, что возраст играм не помеха. Создала настоящий PvE киберспорт в жанре MMORPG. И до сих пор имеет невероятно огромнейшую фан-базу самых разных людей, блогеров, стримеров, творческих людей самых разных направлений. Онлайн WoW даже спустя 17 лет больше миллиона активно играющих. И это далеко не старая фан-база. Новичков в игре очень много. И если вы спросите лично мое мнение, а стоит ли пробовать WoW сейчас, в 2021 году, я отвечу вам: да, стоит. Несмотря на возраст, игра сверхпопулярная, в ней отличная киберкотлетная PvE, достойная PvP и отличная история. Но если вы спросите меня,
насколько она перспективная, врать я вам не буду. Сейчас у WoW кризис. Год за годом возраст сказывается на Варкрафте. Нагромождение контента, систем, проблемы движка, попытки блюзов выдавливать ностальгию. Это тянет игру вниз. Мое мнение, что Варкрафту нужен глобальный перезапуск, сиквел возможно. Некоторое возвращение к истокам, но уже по-новому, с новыми героями и злодеями, сюжетными линиями. Но я не уверен, что Blizzard на это решится в ближайшие лет 10. Но, если говорить именно про нынешний WoW, то он еще эти лет 10 будет жить спокойно. За это время ты точно успеешь наиграться, и WoW переживет еще массу других ММО. А единственный настоящий убийца WoW только он сам. Ох, да, это было неплохо, как мне кажется. Надеюсь, что вам было интересно. Не забывайте, ребят, поддерживать ролик лайком и комментарием. Обязательно переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на каналы парней, что заскочили в гости, за что им огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. Заглядывайте на мои стримы, буду рад вас видеть. И, конечно, залетайте в Discord и паблик ВКонтакте. Спасибо за просмотр. И до скорых встреч, друзья. Пока.